Помните OnLive? Прошло уже 10 лет с момента открытия и 5 с момента закрытия этого облачного сервиса. Как это работало? Сервер принимал от клиента данные ввода и отправлял обратно поток видео и звука. Таким образом, клиент мог запускать игры на любом устройстве, способном переваривать потоковое видео. Тогда основными проблемами в использовании технологии были требования к определенной ширине пропускного канала и возникающий за счет отдаленности от сервера лаг в управлении. В те времена для комфортной игры в OnLive требовалось интернет-соединение со скоростью 5 мегабит в секунду и рекомендовалось быть не дальше, чем в 1000 миль от сервера. Для уменьшения времени отклика и эффективного сжатия видеопотока OnLive использовала запатентованный чип и кодек своей разработки. Таким образом, сервис должен был обогнать ограничения технологий потоковой передачи видео своего времени. Как бы. В момент запуска OnLive предоставлял доступ к бесплатным 30-минутным игровым сессиям для проверки, как хорошо у вас все работает. И благодаря этим триал-сессиям в далеком 2010-м я ознакомился впервые с играми в облаках. Помню, что на тот момент 5 мегабит в секунду было довольно средней скоростью интернета, по крайней мере в той части Украины, где я жил. А вот удаленность от серверов играла более важную роль. Тогда я не проводил никаких тестов, но помню, что задержка не позволяла эффективно играть в соревновательные игры вроде Unreal Tournament 3. Но все еще казалось довольно приемлемой для прохождения одиночных игр. Так я прошел дополнение к Fear 2 Reborn без каких-либо страданий. DLC, кстати, ужасное. И уже тогда в интернете многие предвещали следующее поколение консолей как последнее в классическом понимании. Помню прямую цитату с какого-то журнала, дальше только облака, автора не помню. Известно, чем эта история закончилась. Так для чего эти флешбеки? Парадоксально, но за прошедшие 10 лет облачные сервисы не только не умерли, но и, по мнению множества людей, развивались недостаточно быстро, чтобы стать технологией для масс. Но таким образом новый виток в истории облачных игр, запущенный сейчас Google с их Stadia и Microsoft с их xCloud, смог возродить, по крайней мере, интерес к этой теме вновь. Средняя скорость интернета где-нибудь не посреди степи обычно позволяет смотреть видео с YouTube в разрешении в 1080p. Так что же, время для облачных игр наконец-то наступило? Если скорость интернет-соединения уже и можно отодвинуть на задний план, то задержка в управлении все еще является камнем преткновения на пути к облачному геймингу. Но так ли велик этот камень? Для начала разберемся с задержкой управления вне облаков. В одном из видео Digital Foundry была затронута тема консольных игр с не очень отзывчивым управлением. Так, например, Metro Exodus на Xbox One реагирует на нажатие кнопки геймпада только через 167 миллисекунд. Это больше 1/10 части секунды. В их тесте результат был получен на OLED-телевизоре без включения какого-либо игрового режима. Проведя несколько тестов на своем ПК с самым простым Full HD монитором, я получил довольно интересные результаты. Задержка между нажатием на кнопку и отображением нажатия в окне свойства геймпада составила приблизительно 67 миллисекунд. Методика тестирования очень проста, включается запись видео на камере в режиме 60 кадров в секунду. В кадре виден геймпад и экран монитора. Задержка рассчитывается от кадра, в котором нажата кнопка, до кадра, в котором начинается действие на мониторе. Каждый кадр длится приблизительно 16,7 миллисекунд, но задержка между нажатием кнопки и действием в самих играх будет разниться в зависимости от игры и анимации выполняемого действия. Например, в том же Metro Exodus Артем стреляет из оружия через 167 миллисекунд после нажатия триггера, а прыжок начинает через 183 миллисекунды. В Halo Reach выстрел, прыжок или поворот камеры всегда происходят с одинаковой задержкой в 100 миллисекунд. Это локальный лаг до отображения действий на моем мониторе. Теперь отдаляем мой ПК на расстояние свыше 1000 километров. Для воплощения этого я подключился к удаленному компьютеру моего товарища в Беларуси. Мое имя Джордан Джованович. Я дитя Беларуси.
Теперь индикаторы в окне свойств геймпада на его ПК реагируют на нажатие кнопок моего геймпада с задержкой 100 миллисекунд на моем экране. К локальной задержке добавилось приблизительно 40 миллисекунд для передачи данных с моего ПК и обратно, плюс в среднем 1-2 миллисекунды на рендер кадра аппаратным кодировщиком в H265. Но в играх, конечно, задержка увеличится. В Tekken 7 анимация удара на клиентском ПК начинается с задержкой в 167 миллисекунд. Это уровень одиночной Metro Exodus. Можно ли как-то улучшить ситуацию? На данный момент в драйверах AMD и Nvidia есть две одинаковые функции: антилаг в AMD и Ultra Low Latency мод в Nvidia. Основной принцип работы одинаковый. Это снижение задержки ввода путем уменьшения количества заранее обработанных процессором кадров. Ну и немножечко маркетинговой магии, конечно. После включения режима низкой задержки на моем ПК, локальный лаг действительно уменьшился. В Metro Exodus прыжок начинается через 133 миллисекунды после нажатия кнопки, выстрел же через 100 миллисекунд. В Halo Reach все действия начинаются через 67 миллисекунд. Быстрее, чем было на 67 и 33 миллисекунды соответственно. После активации этого режима на компьютере-сервере Tekken 7 стал откликаться значительно охотнее. Все еще больше 100 миллисекунд, но это уже значительно лучше. В Digital Foundry предполагали, что для снижения задержек в xCloud Microsoft запускает игры с избыточным количеством кадров в секунду, например 120 FPS, но клиенту отправляется поток в 60 FPS. Таким образом, задержка управления на сервере снижается еще больше, и общая задержка на стороне клиента тоже. Для проверки этой теории я выбрал Doom 2016 года. Игра динамичная и способная работать с нужной частотой кадров на стороне сервера. Но в моем случае, увы, не со стороны клиента. С данными настройками задержка между нажатием кнопки и анимацией составила 83 миллисекунды, и мне кажется, это совсем неплохо для расстояния в 1000 километров. Конечно, визуальное качество картинки зависит от битрейта, на который способно соединение, и улучшение в этом направлении может привнести новый кодек с еще более эффективным алгоритмом сжатия. Например, AV1, который уже более года вынашивается инженерами YouTube и тестируется на некоторых роликах. Эффективность сжатия нового кодека по сравнению с имеющимся VP9 и H265 обещают поднять на почти 30%. И я уверен, это будет заметно. Сейчас при нормальном зрении сложно спутать потоковое видео и реальный локальный геймплей, даже при самом высоком битрейте. Но уже сейчас, при домашней трансляции в Steam, я иногда забываю, что мой ноутбук не может тянуть те игры, которые как будто бы на нем запущены. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Спасибо за просмотр, и если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их.